Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и сегодня я хочу рассказать вам о дислексии и о детях с проблемой дислексии. Прежде чем записать сегодняшний ролик, я посмотрела несколько роликов, которые записали учителя, логопеды и психологи в интернете. Их всех объединяет одно, что отношение к дислексии – это к чему, как к детям с дислексией и к этому, как к какому-то дефекту, которого у ребенка нужно исправить. И отношение именно к тому, что должно все быть вот так вот, как у нормального ребенка. А вот дислексия – это вот абсолютно неправильно, и так не должно быть. И надо все это переправить, исправить и сделать так, чтобы было как у всех. И в этом самая большая ошибка логопедов и других специалистов, которые работают с дислексией. Потому что это вместо того, чтобы использовать те возможности, которые есть у ребенка с дислексией, и возможность его мозга, возможность восприятия его информации, просто учесть, как его нужно учить совершенно другим образом, чем обычного ребенка, чтобы дать именно этому ребенку преимущество, потому что дислексия во многом преимущество – это умение мыслить образами, умение мыслить нестандартно и умение мыслить от общего к частному. Сейчас я хочу немножко затронуть вопрос, на что обратить внимание. Есть у ребенка дислексия, есть предрасположенность к дислексии. Я не знаю, сталкивались вы с детьми, у которых есть проблемы с дислексией или нет, или замечали вы таких детей. Вот есть дети, которые идут рядом с родителями просто рядом, а есть дети, которые идут и постоянно подрезают родителей. То есть они все время переходят на территорию движения своих родителей. Если такие дети едут на самокате, то они не могут ехать просто прямо. Они обязательно подрезают рядом идущих с ними людей. И в чем причина? Что вообще такое, в чем причина такой особенности детей с дислексией? Дело в том, что у дислектика это человек, у которого поле внимания очень сильно сужено. То есть это как человек, который ходит с шорами на глазах. То есть он видит ровно впереди. И периферическое внимание у него отсутствует полностью. Он не видит ни то, что происходит справа, ни то, что происходит слева, если только не попросить повернуть голову. А так у него поле внимания очень узкое. Из-за чего возникает такая вещь, как узкое поле внимания? Раньше это было такое природное явление, которое просто формировалось, вот дети так развивались, и так формировалось внимание. Сейчас во многом это развивается благодаря вот этим устройствам. Когда ребенок маленький, еще ему даже нет 3 лет, ему дают в руки телефон вот такого маленького размера, и он привыкает видеть только то, что здесь, и абсолютно не видит то, что вокруг. Как раньше развивались дети, когда еще не было цивилизации. Ребенок уже где-то к 3 годам мог некоторое время оставаться один без родителей, и чтобы его не съели различные хищники, он вынужден был сидеть и крутить все время головой вокруг себя и смотреть пространство вокруг себя, сканировать его. Так, в принципе, происходило и когда ребенок жил в деревне. Он вынужден был все время крутить головой и наблюдать мир вокруг себя. До недавнего времени это было как бы обязательным условием выживания ребенка, иначе там откуда что-то прилетит, что-то где-то стукнет, что-то где-то заденет или куда-то не пройдешь. Современный мир, к сожалению, очень объединил среду развития ребенка. Ребенок в очень искусственной среде живет, очень искусственной среде детских площадок, детских садов, квартир. И еще одно ограничение искусственная среда – это мобильные телефоны и планшеты и компьютеры. Раньше одной бедой было то, что детей рано сажали смотреть мультики, но мультики они хотя бы на далеком расстоянии от ребенка и хотя бы оставляют ему возможность повертеть головой. То вот эти устройства уже ничего не оставляют возможности, они только заставляют фокусировать внимание в одну точку, небольшой размер экран. Заметьте, как дети у нас играют в игры компьютерные или смотрят мультики, или когда у них в руке планшет или телефон. Они вообще никого не видят, ничего не слышат. Они полностью внедряются в то пространство, в ту информацию, которая ему предоставляется именно с помощью этого устройства. И сколько раз я наблюдала, когда родители пытаются на что-то обратить внимание, а ребенок с этим устройством, не докричаться, не дозваться, не обратить ни на что внимание просто невозможно. Пока не отнимут с большим криком и визгом и писком, ребенок весь в этом устройстве.
Вторая вещь, из-за которой происходят тоже разные очень хорошие вещи, из-за которых дети плохо читают, плохо пишут в том числе. Ребенок до 3 лет должен много двигаться, много там падать, много лазить. То есть он должен работать всем телом. Вот мне попадались иногда дети, которые, например, родители с раннего возраста водят там, где ребенок лазит по скалодрому. Такие дети обычно очень хорошо владеют своим телом, своей координацией, очень хорошо все видят и замечают, потому что они вынуждены смотреть везде на эту стенку. Вот. И это очень хорошо развивают. Обычно у таких детей не возникает никаких трудностей ни с чтением, ни с письмом, потому что тело развито очень хорошо. Еще одной очень полезной вещью является, которую сделали в Германии. В Германии главным принципом образования является сформировать внимание у ребенка. Потому что когда ребенок вырастает, и даже если он там не особо хорошо был успешен в академических дисциплинах, то он идет там водителем работать, на стройку или еще куда-то. И везде нужно иметь очень хорошее внимание. Будешь невнимательный, попадешь себе по пальцу, не справишься с управлением автомобилем, не сможешь заниматься спортом и кучу других неприятностей. И поэтому там главным приоритетом является формирование внимания. И именно для этого дети еще до 3 лет начинают играть в футбол. В футбол играют и мальчики, и девочки в детских садах. Это обязательная программа для всех детей. Что развивает футбол? Футбол как раз развивает, чтобы ребенок умел крутиться по сторонам, смотреть, откуда прилетит мячик, пнуть его в заданном направлении и попасть туда, куда ему хочется. То есть опять общая координация работает великолепно. И именно общая хорошая моторика, общая хорошая координация и моторная одаренность, именно это приводит к тому, что снижается уровень детей с дислексией и дискалькулией тоже. Самым главным, на самом деле, в развитии ребенка дошкольного возраста является обучение его координированным к действиям и умению владеть своим телом. Это гораздо важнее, чем уметь читать и писать. Если вы решили все-таки учить детей читать, рано учить читать, можно начинать рано учить читать достаточно, то подойдут только методики глобального чтения, когда ребенок идет от слова, от общего к частному, от слова дальше к букве. Продолжение рассказа смотрите в следующем ролике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!